Всех приветствую на своем канале. Это видео я хочу посвятить вопросу замены фильтра салона в автомобиле Jeep Patriot. Производители рекомендуют менять фильтр салона каждые 20-30 тысяч километров пробега, но я думаю, что его нужно менять по мере необходимости и загрязнения. Это обусловлено тем, что автомобили эксплуатируются с разной интенсивностью и в разных условиях. В машине, эксплуатируемой ежедневно, фильтр приходится менять чаще, чем в той, которая больше стоит на стоянке. Аналогично и с условиями эксплуатации. В машинах, работающих в городских условиях, фильтр загрязняется медленнее, чем в тех, которые используются на грунтовых дорогах с большой концентрацией пыли в воздухе. Фильтр салона в моем автомобиле должен был меняться при последней замене масла на СТО. Но уверенности в том, что мне его поменяли на СТО, нет, так как я не присутствовал при замене масла и фильтров. Короче говоря, от предположительного срока замены фильтров я проехал менее 2000 километров, и часть времени машина стояла под чехлом без движения. Тем не менее, при включении вентиляции я чувствовал запах пыли. При демонтаже мой фильтр оказался действительно довольно грязный. Это, собственно, и стало причиной покупки нового фильтра. В процедуре замены фильтра салона нет особенных сложностей, и эту процедуру вы можете произвести самостоятельно без поездки на СТО. Тип фильтра вы можете подобрать, исходя из марки и года выпуска вашего автомобиля. В принципе, если есть под рукой такой же фильтр, то можно подобрать по размеру от другой марки автомобиля. Возможно, он будет дешевле или лучше по качеству. Я особенно не заморачивался и заказал в интернет-магазине фильтр фирмы Bosch. Выбирал фильтр по ВИН-коду своего автомобиля. Он был одним из недорогих и стоил около $10. Более дорогие фильтры были с дополнительным угольным наполнением. Процедура замены пошагово выглядит так. Сначала нужно с бардачка вынуть все, что в нем находится, чтобы это не мешало процессу замены и не утяжеляло сам бардачок. При лишнем весе есть вероятность отломать крепление. Двумя руками одновременно нужно сжать боковые стороны бардачка и высвободить боковые выступы стенок из направляющих. Стоит обратить внимание на то, что бардачок справа имеет крючок, за который цепляется шнурок. Этот шнурок подсоединен к поршню, который отвечает за плавность открытия дверцы. Я по незнанию вначале дверцу потянул вниз и этот шнурок оторвал. То есть, по идее, сначала нужно отсоединить шнурок с крючком от дверцы, а потом уже дверцу вынимать с направляющих. Возможно, у вас уже этот шнурок тоже будет оторван. Если шнурок есть, то он не даст дверце открыться полностью для доступа к фильтру. После полного открытия дверцы можно приступать к замене фильтра. В глубине виднеется пластиковая крышка с надписью Airflow. Слева и справа у этой крышки есть пластиковые замки. Нужно одновременно с двух сторон пальцами на них нажать, и крышка отсоединится. После этого можно извлечь старый фильтр и вместо него установить новый. И дальше все делается в обратной последовательности. Надеваем крышку фильтра салона и защелкиваем замки по бокам. Для установки дверки бардачка на место опять по бокам сжимаем и аккуратно вставляем в направляющие. Если есть шнурок от поршня, то надеваем его на крючок или же вместе с крючком вставляем в отверстие сбоку дверцы бардачка. Все готово для дальнейшей эксплуатации. Как для меня, то самым сложным было произвести манипуляции со шнурком от поршня плавнего хода. Он установлен в натяжку, и в ограниченном пространстве это немного усложняет процесс демонтажа. Все остальное делается без проблем. Не стоит бояться, что при нажатии боковых стенок бардачка они отломаются. Пластик довольно гибкий, и на нем есть специальные вырезы для сжатия. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было полезным вам, и в будущем вы сами будете менять фильтр салона без обращения на СТО, что позволит сэкономить вам время и деньги. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба и до новых встреч на моем канале.